Друзья, всем привет из Никарагуа! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И в этом выпуске мы с вами прогуляемся вдоль кратера вулкана Момбачо. А также прокатимся на удивительном зиплайне. В городе Гранада есть отель Селина. Это сеть отелей, практически есть в каждой стране, и они молодежного формата. Как только мы это узнали, мы забронировали здесь 2 ночи и решили провести здесь время. То, что отличает отели Селина, так это то, что у них красивый дизайн, и всегда все продумано. Перед входом есть удобные подвесные кресла, в которых можно отдыхать, релаксировать, наслаждаться окружающей атмосферой. Отель находится в самом центре. Приезжая в этот отель, всегда можно спланировать весь отдых. Например, заказать здесь самые популярные экскурсии, которые есть в городе. Также заказать спа или трансфер до других городов. Также здесь проходят различные мероприятия. Например, сегодня будет ночь сальсы, когда будет включен бесплатный урок. Очень много столиков, красивых граффити вокруг. Также перед входом есть небольшой магазин с различными товарами, красивые рубашки, панамки, очки, кофе. На ресепшене можно записаться на все самые популярные экскурсии за дополнительную плату, задать все интересующие вопросы. В центре отеля есть бар, где можно заказать напитки, различные блюда. Бывают дни такоса, когда можно заказать себе такос, бурритос и так далее. Открыто с 7 утра до 10 вечера. Также здесь есть настольный футбол. Ну и посмотрите, конечно же, на красивые граффити вокруг. Также здесь можно приобрести самые популярные товары: чипсы, бич-пакет, кофе, гранолу, различные напитки, чтобы не идти до магазина. Если вдруг пришло время чекаута, а вы еще не готовы выехать или не готовы выйти со своим багажом, можно здесь оставить багаж. Для путешествующей молодежи есть отдельная зона коворкинга. То есть вы сюда приходите со своим ноутбуком, и здесь вам предоставят просто шикарнейший интернет. Я буду говорить здесь совсем тихо, потому что здесь как раз вся работающая молодежь. Что удобно в коворкинге, то что можно пить постоянно чай, кофе. Не знаю, это за дополнительную плату или нет, но сейчас меня пустили сюда бесплатно. Но не буду здесь засиживаться, потому что здесь рабочие переговоры идут, да и все работают, поэтому зашла и вышла, как говорится. В отеле всегда многолюдно, даже в такое, знаете, время, когда все должны быть на экскурсиях, там в бассейне чилить, потому что жара дикая, везде постоянно все ходят. Отель, безусловно, очень удобный. Здесь находится спа-центр, можно сделать себе массаж, стоимость от $40 за 1 час. А еще здесь есть библиотека. Книг не так много, но есть из чего выбрать. Отдельная комната с кондиционером, журналами. Вы спросите, а зачем отдельная комната, как библиотека, можно же в номере почитать? Но некоторые комнаты здесь в формате общественных комнат, когда ты просто покупаешь себе место в кровати и находишься в комнате там с 6, с 8 людьми. Поэтому, конечно же, такое место, где можно побыть с собой наедине, оно необходимо. На этой красивой террасе проходят завтраки, выбираете по меню. Самая, наверное, красивая и шумная зона. Здесь есть бильярд, тоже стены расписаны граффити. Ну и, конечно же, есть бассейн, потому что в городе очень жарко, и бассейн — это просто здесь необходимость. Еще одна жизненно важная комната находится на 2-м этаже. Это общая кухня. Если вы берете комнату себе без завтрака, там можно готовить, поставить свои напитки и продукты в холодильник. Видите, всегда здесь тоже очень много людей. Можно пользоваться посудой, плитой, тостером, микроволновой печью. В общем, есть все необходимое. А комнату в нашем отеле вам покажу я. Итак, заходим, сразу же видим белые красивые стены, большое пространство, высокие потолки и окно, через которое пробивается свет. Поэтому комната наша большая и светлая. В комнате мы видим подвесные бра, большую кровать, прикроватные столики. Также мы видим розетки вместе с USB-портами, что очень удобно.
Вот так бра включается, получается дополнительный свет. Помимо этого у нас есть большой рабочий стол, лампа деревянная, зеркало в полный рост. Есть обычный стул, есть также еще кресло-качалка. Опа! Поэтому можно даже отдохнуть, покачаться на кресле. Очень удобно. Помимо этого в комнате есть большая ниша для вещей. Сюда мы сложили весь наш огромный багаж. Это рюкзак, чемодан, несколько еще рюкзаков и сумок. Есть место под вешалки, ну и, конечно же, кондиционер, который тихо и хорошо работает. Теперь давайте посмотрим ванную комнату. Раковина с большим зеркалом. Также здесь стоят различные тюбики, баночки, шампунь, кондиционер, мыло для рук, для тела гель. Потом унитаз и душевая комната, которая зашторивается. Отличный здесь напор, мы уже посмотрели. Горячая холодная вода. Проведем в этом красивом отеле в самом центре города Гранада следующие 2 дня. Мы пришли на завтрак в нашем отеле, он у нас включен в проживание. Я выбрала себе овсяную кашу с лопьями и с бананчиком, а Кирилл выбрал себе шакшуку. До этого в отелях мы не встречали на завтрак шакшуку. То есть это блюдо из яиц с томатами. Плюс добавляют здесь халапеньо. Хлебушек очень вкусно идет. Очень здорово. В Селине проходит благотворительная акция, когда каждый человек может пособирать мусор на пляже, потому что в Никарагуа его очень много. Мы тоже записались заранее и сейчас туда отправляемся. Поэтому этой активности мы убьем сразу 2 зайцев. И пляж посмотрим, и экологии поможем. В нашем отеле собралась уже внушительная группа. За нами приехал трансфер, и мы все вместе отправляемся на пляж. Но не для того, чтобы купаться, а для того, чтобы собирать мусор. Сейчас мы приехали на набережную, на местный пляж. Видим, здесь действительно много мусора, поэтому этому месту срочно требуется помощь. Вся наша большая группа уже разделилась на много маленьких групп. Нам выдали перчатки, выдали мусорные мешки, также есть водичка, если вам станет жарко. Начинаем нашу уборку мусора. Lord, we couldn't close our eyes. Как говорится, уборка уборкой, а посмотреть пляжик, немножко здесь прогуляться тоже нужно. Как мы видим, здесь песочек вулканического оттенка, серый, поэтому вода кажется не очень чистой. Хотя на самом деле вроде бы водичка здесь не такая уж и плохая. Но отдыхают в основном на этом пляже местные. Вот примерно так выглядит водичка. Давайте покажу. Прогулка на теплоходе по озеру Никарагуа у нас была в прошлом выпуске, поэтому обязательно его посмотрите. Менее чем за час вся наша группа собрала около 10 мешков мусора. Это сделать было несложно, потому что пляж действительно был грязный, нуждался в уборке. Ну а сейчас возвращаемся обратно в отель и отправляемся на нашу главную сегодняшнюю активность. За нами приехал автомобиль. Мы отправляемся к вулкану Момбачо. Достаточно быстро мы доехали до офиса вулкана Момбачо. Отсюда начинается путь, вернее подъем к этому вулкану. Сам вулкан располагается недалеко от города Гранада, в котором мы сейчас проживаем. Имеет высоту 1344 метра и извергался последний раз в 1570 году. Возможно, первый и последний раз. Сейчас мы пересаживаемся на большой комфортабельный автомобиль. Именно на нем будем подниматься к вершине. Также туристы могут это проделать на другом грузовике, который возит туристов, насколько я знаю, 3 раза в день. Но поскольку у нас
индивидуальный тур, мы поедем с нашим гидом на таком автомобиле. Сейчас мы едем зиплайном, когда у нас будет полоса препятствий, и после ее прохождения мы отправимся на трекинг. Примерно минут 10 мы поднимались по склону горы, на который могут забраться лишь полноприводные автомобили. И первым нашим приключением будет зиплайн. Проходит полная экипировка. На нас закрепили специальное снаряжение, надели каски, дали перчатки, с помощью которых мы будем тормозить. Ну и отправляемся уже на зиплайн. По дороге мы увидели паука. Его называют банановый паук, он, между прочим, ядовитый. Сейчас мы поднимаемся наверх вдоль кофейных плантаций. Также здесь растет какао. А еще этот неприятный звук, который вы слышите, его издают цикады. Также сейчас мы пытаемся разглядеть обезьян. Действительно, на дереве впереди мы видим обезьян, которые издают интересные рычания. Таких обезьянок мы уже много где видели, но это здорово кататься на зиплайне, смотреть на обезьян, на окружающую природу. Действительно, я сейчас так взволнована, потому что я в нетерпении, в предвкушении от этой активности. Сейчас нам проводят небольшой инструктаж, как тормозить, как, собственно говоря, спускаться по зиплайну. Ну, достаточно все понятно, все просто. Везде нас будут сопровождать инструкторы, которые будут помогать в каждом нашем передвижении. Впереди нас ожидает 11 трасс для зиплайна. Какие-то будут более быстрые, какие-то более медленные. Погнали! Да, торможение, как всегда. Торможение, конечно, это не мой конек на зиплайне. Да, вторая трасса была помедленнее, даже не пришлось тормозить. Сейчас мы проходим по подвесному мостику. Он очень небольшой, расшатывается. Держимся за канаты слева-справа и дошли уже до следующей трассы. Ну что, с третьего раза научился тормозить? Dame la mano. Dame la mano. Сейчас мы будем лететь в позе Супермена. Немножко даже страшновато. У нас такой экспириенс уже был на Филиппинах. Но здесь такой, знаете, более дикий, поэтому я немного взволнована. Сейчас мы поедем вместе в тандеме. Ты как, готова? Да, готова! Каждый раз что-то новенькое, да? Да, сейчас мы не держимся, не тормозим, летим вместе. Не тормозим, звучит страшно. Yeah, we're ready. Теперь моя очередь лететь в позе Супермена лицом вперед в пропасть. Ребята, вау, здорово, 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 просто невероятное ощущение. На самом деле главное расслабиться и получать удовольствие. Когда вы расслабляетесь, вытягиваете руки, то приходит кайф.
Все это время я наслаждалась именно этой активностью и не обращала внимания на то, какая красивая здесь природа. А когда уже смотрю видео на телефон не из камеры, я понимаю, боже, как красиво. И на следующем зиплайне я хочу полюбоваться именно природой. Еще стоит добавить, что мы до этого пробовали, конечно же, опыт спуска с зиплайна, но, наверное, такой парк у нас впервые, потому что здесь очень много различных спусков, да, и Они все разные. они все разные, то есть ты никогда не знаешь, чего ожидать, да, казалось бы, одно и то же, да, вы спускаетесь, но нет, где-то вы держитесь за тормоза, где-то не держитесь, где-то вы летите как Супермен, где-то вдвоем, то есть Мне вообще казалось, класс. что 11 это очень много, но сейчас по факту это уже 9-я была, и я еще готова столько же прокатиться. Сейчас мы снова идем по небольшому мостику подвесному и можем отсюда наблюдать и видеть обезьян. Белку серую видишь? Нет? Я вижу обезьяну, во-первых. Вон на дереве прыгает. Да, да, вижу. Здесь Серая. и обезьяны, вот раз, два, и вот там вдалеке белка. Раз, два, три обезьян. Да, да, да. А, здесь 4-я, вон здесь 5-я, 6-я. Очень много диких обезьян. Одна из обезьян прямо над нами сидит. Получается, на этой трассе 11 спусков и 17 платформ. Вот сейчас у нас уже 12-я платформа. Мы приближаемся к концу, да. Я, кстати, в этот раз уже смогла полюбоваться природой, кофейными плантациями внизу. Я осталась там подольше, где были обезьянки. И одна такая, знаешь, взяла руку другой, они там так милошились. Ой, так довольна. Да, кстати, я тоже, когда в случаях, когда не снимаю на камеру спуск, я тоже любуюсь по сторонам, меньше обращаю внимание на видео, поэтому удается полюбоваться сумасшедшими видами природы, красотой. Сейчас у нас заключительная трасса, и я буду лететь по ней вверх ногами. Правда, не знаю пока, как у меня это получится. Ну что, как вам полет маленького лягушонка? Хорошо, что я занималась гамаками, поэтому для меня это было не очень сложно, но все равно это было так, прям даже для меня страшно. На самом деле очень крутое развлечение, очень крутая трасса, 11 маршрутов. Мы всем рекомендуем, если соберетесь в поход, в прогулку к этому вулкану Момбачу, то обязательно да, сюда обязательно заглядывайте на зиплайн. Очень круто, очень. Не знаю, почему ребята не поехали с нами, гиды, которые сопровождали нас на зиплайне. Они решили быть снаружи нашего джипа. Сейчас мы едем на вершину вулкана Момбачу и остановились, чтобы пропустить встречную машину. Сейчас мы добрались до вершины вулкана. Примерная высота, на которой мы находимся, это 1150 метров. То есть самый топ вулкана находится на 200 метров выше. Но и 1150 метров, я думаю, тоже неплохо. Да, но виды уже потрясающие, не терпится пойти на тропу. Да, здесь мы будем выбирать одну из 3 троп. Существует 3 вида тропы, о которых я вам расскажу чуть дальше. До этого было 3 тропы у этого вулкана, а сейчас добавилось еще одно. Sendero el Bosque Muerto. Переводится как тропа смерти. 3 километра. Есть также самая большая тропа, это Sendero el Puma. Порядка 4-5 часов вы по ней будете идти то вверх, то вниз. Есть тропа Sendero el Tigrillo, 2,5 километра и примерно 2,5 часа. Ну, мы пойдем по самой простой тропе, для обычных простых туристов. Называется она Sendero Crater, то есть мы будем идти по тропе вдоль кратера. Ее протяженность 1,5 километра и примерное время маршрута 1,5 часа. Также эти тропы называются тропами облачного леса, потому что когда вы по ним гуляете, очень часто можно попасть в облака, там часто очень мокро, сыро, висит мох.
Для всех троп, кроме самой первой, по которой мы с вами идем, самой легкой, вам не нужен персональный гид. Но у нас он есть. Его зовут Августин. Он рассказывает нам интересные истории о вулкане, о растениях, которых мы здесь видим. Здесь более 160 видов птиц, очень много растений интересных. Также здесь есть и семейство кошачьих, какие-то животные. Рассказывал про интересные ягоды. Говорят, что если их съесть, то останешься просто без зубов. А еще вот эти вот ягодки используют внутри музыкального инструмента маракас. Маракасы, интересно. Вот так вот они растут, смотрите-ка. Маракасы мы знаем. Это растение называется пальма пакая. Сама тропа достаточно пологая. Сейчас мы больше даже спускаемся вниз, нежели чем вверх. Есть деревянные специальные ступеньки, по которым вы идете, наслаждаетесь природой. Температура здесь шикарная, не жарко. Теперь мы видим то же самое растение, только уже в сухом виде, да? И что? Это его семена. Они на ощупь как камень. Запах земли сильный. Ну, вот такие вот используют уже внутри маракаса. And they became family from coconut. You know coconut? Sure. Yeah. Это из семейства кокосов. Сейчас мы заходим в туннель, который был образован извержением вулкана. Именно в этом месте протекала когда-то лава. Мы пришли в сад деревьев, так он называется, потому что на этих деревьях растут различные цветы. Здесь их сотни тысяч. Все это происходит благодаря симбиозу и специальной атмосфере, созданной вулканом. Лавовый туннель остался позади. Сейчас мы сворачиваем уже на соседнюю тропинку. Идем к следующей обзорной площадке. А какой самый большой папоротник видели вы? Смотрите, вот этот папоротник высотой 10 метров. И как сказал наш гид, это еще не предел, бывает гораздо выше. А здесь можно посмотреть, как папоротник только растет. Он колючий на ощупь, и самое интересное, он впитывает в себя воду, поэтому сюда часто прилетают птицы и пьют из этого папоротника. Также на территории национального парка, а это именно национальный парк, по которому мы с вами гуляем, есть очень много орхидей, которые здесь также произрастают. Очень много интересной информации о растениях, которые здесь растут. Вот, например, ситронелла. Она используется в 3 случаях, да. Первый случай – это защита от комаров. Второй случай – если у вас какая-то ранка, можете приложить этот лист как подорожник. И третий – если вас кто-то укусил, и его яд ядовитый, например, змея, там, кобра или еще кто-то, то можно сделать отрав из этих листьев, выпить его, и все будет в порядке. Ну, такой вот местный подорожник, ситронелла. Также увидели растения, цветочки, которые называют golden fish. И действительно, вот этот цветок похож на рыбку. Как будто здесь плавники, хвост, такая маленькая акула получается. How you call this? Pacaya palm. Пакая palm. Yeah. Угу. Такая пальма пакая, очень похожая на бамбук. Именно ее мы видели в начале, семена которой использовались для маракас. Очень сильное и легко гнущееся растение. Вот видите? Ух. Оказывается, на вулкан существует еще и ночная экскурсия, где вы можете увидеть красивых саламандр. Они просыпаются только ночью, сидят на листьях, поэтому... И кто такие саламандры? Это что-то типа как ящерицы. Как я уже говорил, в этом парке очень много птиц, среди которых выделяются маленькие-маленькие птички колибри. Их очень сложно увидеть, но можно иногда услышать. Сейчас мы узнали, что находимся на цветочной плантации, или также называют это место местом для птиц, потому что с мая по декабрь здесь летают колибри туда-сюда. С одной стороны можно увидеть, как они лежат, с другой стороны можно увидеть, как они передвигаются, чтобы попить воды, чтобы посидеть на цветочках. Им требуется в день по 100 растений в день. Вы представляете, вот такие вот маленькие птички, им нужно 100 растений. Окей. Okay.
That we call begonia. В общем, едим какую-то бегонию сейчас, друзья. Мы едим, потому что если вдруг вы потеряетесь в лесу, можно ее поесть, и будет как водяной ресурс. Это же как в детстве, друзья, помните? Не помню, как называлась эта кислинка, которую мы ели, только они были... Кислятка, щавель. Кислятка, щавель, да. Такой, Wanna taste it? очень кисленькая, It's different вкусненькая. flavor. Have more water. Wanna taste it? Попробуй. Здесь Держи. больше воды. Давай. That. Мне, кстати, нравится даже вкус. The steam. А, Чувствуешь воду? угу. Поэтому вдруг мы потеряемся Да. в лесу, можно будет найти это растение. Это бегония. если стебель попробовать, то здесь больше воды. Но, надеюсь, нам не пригодится, и мы теряться здесь не собираемся. The people А так выглядят цветы бегонии, растения, которые мы только что с вами ели. Сейчас мы находимся в точке, где начинается тропа Пумы. Это самый длинный путь, по которому можно идти лишь с гидом. Поэтому на скамеечке сидит специально обученный человек, который контролирует, чтобы вы случайно не зашли на эту тропу. Там немножко влажно, мокро, и, как я уже говорил, можно идти лишь с гидом. Ну а мы с вами идем по короткой тропе вдоль кратера. Опять открываются шикарные виды. Скоро увидим еще несколько обзорных площадок. Все цветы, которые мы сейчас увидим, это все орхидеи. Как сейчас рассказал наш гид, 85% всего времени в году это место находится в облаках, поэтому нам сегодня очень повезло. Но спустя каких-то 3-4 минуты это место может вновь закрыться облаками, резко и неожиданно. А пока давайте наслаждаться этими видами. Сейчас мне гид показал щель в камне, и я туда прислонила руку, и сейчас я ощущаю всю мощь этого вулкана. Там очень горячий пар идет. Называется это все фумарола. Да, фумарол — это небольшие отверстия и трещины в кратере вулкана. Потрясающие виды, друзья. Здесь мы видим, как выходит пар из кратера, и чувствуется запах серы. Еще одна фумарола. Еще один удивительный цветок орхидея живет всего лишь 24 часа. То есть, представляете, завтра этого красивого цветка уже не будет. И следующий цветок вырастет только через год. Сейчас мы видели еще одну фумаролу. Очень горячо, да? Если руку поглубже А ты видишь, засунуть. да, пар видишь, идет? Да. Здесь прям горячо, смотри, внутри. И пар идет. Было бы еще больше, можно было бы сделать горячие источники. У нас очередная обзорная площадка, с которой открываются потрясающие виды на озеро Никарагуа, на лагуну Апоя. И вдали мы видим вулкан Масая. Сейчас мы идем уже обратно и подошли к четвертой, заключительной обзорной площадке, где можно наблюдать другую часть кратера. Кратер весь в зелени этого вулкана. Опять же таки удивительная природа. И снова мы в нашем любимом грузовике. И отправляемся в обратный путь. Потрясающий был день, столько всего нового для нас. И прокатились на зиплайне, и погуляли по кратеру. И это все благодаря великолепной организации компании, с которой мы сюда приехали. Она называется Mombacho Nicaragua Tour. Обязательно оставим ссылочку на ее сайт, на WhatsApp в описании под этим видео. Обращайтесь, друзья. Все актуальные цены на зиплайн, на прогулку вдоль кратера. Все смотрите на их сайте. Ну а если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить лайки и писать нам комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока! Всем пока, ребята.